Глава 541. 6 рук и 3 головы. Задав еще несколько вопросов о гнезде ветреного зверя, Хань Ли вручил Вэнь Сюй бутылку с лекарственными таблетками. Вэнь Сюй тут же отблагодарила его и стала культивировать, чтобы усвоить лекарственную силу этих таблеток. Затем Хань Ли запечатался в другой комнате и начал изучать медную пластину. Он сел, скрестив ноги, и стал внимательно изучать предмет. С одной стороны медной пластины были начертаны странные символы, а на другой был изображен жуткий монстр. У монстра было 3 головы со свирепыми глазами и 6 рук, которые были подняты вверх. Было совершенно непонятно, как эту пластину можно было использовать. Хань Ли безмолвно пялился на эту пластину какое-то время, а затем достал старую книгу с безымянным заклинанием и сравнил символы, которые были там. Он обнаружил, что эти символы в основном были похожи и имели только незначительные различия. Казалось, они имели одно происхождение, только были написаны в разных стилях. Поскольку Хань Ли не смог найти ничего на поверхности, он тут же влил в медную пластину свою магическую силу. Как только медная пластина стала поглощать его магическую силу, она тут же загудела и задрожала. Затем символы на ней засветились ярким белым светом, и из нее в разных направлениях стали стрелять лучи плотного желтого света, проецируя изображение на стену. Хань Ли был в восторге от увиденного. На изображении изображен человекоподобный зверь, покрытый чешуей и одним рогом на голове. Казалось, это был тот же самый трехглавый шестирукий демонический зверь с задней части пластины, только у него была одна голова. Не успел Хань Ли удивиться этому, как картина изменилась по вспышке света. Теперь она изображала демонического зверя, сидевшего скрестив ноги, руки которого изображали странный жест. Всё тело демонического зверя было в каком-то неестественном положении, что озадачило Хань Ли. Спустя мгновение изображение снова изменилось, демонический зверь изменил жест руки, и его тело снова исказилось в другую неудобную позу. Изображения периодически менялись, показывая странные изменения в жестах и позах, словно зверь культивировал какую-то технику. Через час свет медной пластины погас, и изображения исчезли. Хань Ли насчитал 36 разных позиций, которые предлагал демонический зверь. Он потер нос и удивленно взглянул на пластину. Хотя он и не знал, что означают эти символы на медной пластине, благодаря просмотренным изображениям, Хань Ли предположил, что этот предмет не предназначался для человеческих культиваторов. В нем было записано демоническое искусство культивации. До этого он не знал, что демонические звери тоже способны культивировать. Неужели демонические звери обладали врожденными способностями поглощать духовную ци? Зачем им культивировать? Казалось, что это искусство культивации должно быть очень важным для демонических зверей, способных принять человеческую форму. Однако Хань Ли посмотрел на медную пластину в руках, не зная, должен ли он смеяться или плакать. Даже если бы он смог понять слова на ней, осмелился бы он культивировать демоническое искусство культивации. Кроме того, сейчас у него нет недостатка в высокоранговых техниках. Полная коллекция глубокого инь-искусства спокойно лежала у него в сумке для хранения. Теперь было неудивительно, что темнокожий культиватор сознательно не стал говорить о том, что это за предмет. Этот предмет был совершенно бесполезен. Хань Ли чувствовал себя дураком, и у него испортилось настроение. Поскольку надпись на медной пластине была демоническим искусством культивации, он не смог бы расшифровать эту надпись независимо от того, сколько человеческих нефритовых пластинок он бы просмотрел. Казалось, что содержание старой книги было скрыто таким же образом. Хань Ли глубоко вздохнул от разочарования и убрал 2 этих предмета в свою сумку, а затем покинул каменную комнату. Хань Ли почувствовал себя несколько разочарованным, поскольку его надежды не оправдались. Но когда он стал готовиться в путешествие, его настроение пришло в норму. Приобретение высокоранговой демонической травы эхо для него сейчас было главным приоритетом. Она была способна помочь ему достичь более высокого уровня на его пути к бессмертию. После того, как он употребил радужные бусины, он чувствовал, что его способности к культивации продолжали улучшаться. Хотя он и не мог сравниться с непревзойденными гениями с небесными духовными корнями, он все равно мог поглощать и усовершенствовать духовную ци на уровне культиваторов с духовными корнями 3 элементов. Небесная таблетка действительно заслужила свою репутацию. Шансы Хань Ли войти в стадию зарождающейся души теперь был намного выше. Когда Хань Ли покинул комнату, Вэнь Сюй все еще находился в уединении. Он считал, что ей понадобится еще 3 месяца, чтобы усвоить все лекарственные таблетки. Хань Ли не собирался ее беспокоить. Немного подумав, перед своим отъездом он оставил ей несколько магических инструментов вместе с контрольными заклинаниями для ограничительных формаций пещерной резиденции. Хань Ли огляделся по сторонам в небе и, определив свое направление, направился к невероятным глубинам.
По пути Хань Ли встретил нескольких низкоранговых демонических зверей и безжалостно уничтожил их. Культиваторов, которые ему встречались на пути, он просто игнорировал. Через месяц Хань Ли прибыл в окрестности невероятных глубин. Теперь он стал скрывать свою ауру. Поскольку эти моря находятся под властью высокоранговых демонических зверей, Хань Ли, естественно, должен был быть чрезвычайно осторожным. Он не решался полагаться на свою удачу. Как и ожидалось, Хань Ли встретил многих высокоранговых демонических зверей на этом пути, но благодаря своим замечательным методам маскировки он смог остаться незамеченным. Несколько дней спустя Хань Ли остановился в воздухе и с торжественным выражением на лице уставился на маленький остров вдалеке. Этот остров был гнездом демонического зверя 8-го ранга, о котором говорила Вэнь Сиюэ. Хань Ли никогда бы не осмелился просто наброситься на него. Если бы древний ветряной зверь был на острове, Хань Ли было бы не избежать смерти. По этой же причине он только взглянул на остров, не осмеливаясь высвободить свое духовное чутье. Неподалеку от острова Хань Ли обнаружил риф и установил на нем небольшую формацию. Затем он сел на него и стал спокойно размышлять, наблюдая за островом. Ему нужно было тщательно все продумать. К сожалению, радужная трава не влияла на демонических зверей 8-го ранга и выше. В противном случае он бы уже использовал траву, чтобы заманить древнего ветреного зверя в ловушку, вместо того, чтобы горько размышлять, сидя здесь. Дни летели один за другим, пока Хань Ли наблюдал за островом с рифа. В конце концов, в мгновение ока пролетело несколько месяцев, но Хань Ли так и не заметил каких-либо признаков демонического зверя. В конце концов, Хань Ли потерял терпение ждать. Неужели ветряной зверь покинул свое гнездо? Подозрительно подумал Хань Ли. Еще месяц прошел без каких-либо изменений. В итоге Хань Ли ничего не оставалось, кроме как принять решение отправиться на остров и исследовать там все. Он не собирался тратить несколько лет впустую, прячась на рифе. Рано утром следующего дня, когда солнечный свет только-только озарил небо, Хань Ли скрыл все свои духовные колебания ци и осторожно полетел к острову. Он уже несколько месяцев наблюдал за маленьким островом и знал его местность, как свои 5 пальцев. Он полетел на полпути к горе и заметил несколько валунов, скрывающих черную пещеру, как и говорила Вэнь Сиюэ. Хань Ли невольно прищурился. Поместив несколько вспомогательных магических приемов на свое тело, его тело бесследно исчезло. Затем Хань Ли осторожно вошел в пещеру и медленно высвободил свое духовное чутье, время от времени просматривая свое окружение. Пещера была исключительно глубоко, чем глубже он шел, тем более влажной она становилась. Спустя промежуток времени, за который можно выпить кружку чая, Хань Ли остановился в углу с нервным выражением на лице. Хань Ли медленно закрыл глаза и просмотрел путь впереди своим духовным чутьем. Затем у него на лице появилось странное выражение. Хань Ли заскрежетал зубами и нерешительно повернул за угол. Перед ним внезапно вспыхнул свет, являя огромную природную пещеру. Она была как минимум 300 метров в ширину и более 30 метров в высоту. Стены и потолок мерцали зеленым светом, а в центре нее был темно-синий пруд с водой, которая выглядела горячей. У пруда была странная растительность. Когда Хань Ли увидел растительность, он заметил несколько стеблей чего-то короткого и черноватого. В его глазах мелькнуло волнение. Эти стебли принадлежали демонической траве эхо. Демоническая трава эхо становилась черной, когда росла возле демонического зверя 8-го ранга. Рядом с низкоранговыми демоническими зверьми она была серого цвета. Когда Хань Ли посмотрел на пруд в центре, восторг мгновенно появился на его лице, но тут же изменился торжествующим выражением. Если бы ветряной зверь был в пещере, он, скорее всего, был бы внутри пруда. Несмотря на то, что он исследовал пруд своим духовным чутьем, ему удалось исследовать только его часть, поскольку пруд был слишком глубоким. Хань Ли облизнул губы и успокоил сердце. Его тело размылось, и он тут же появился у пруда. Он осторожно вынул из сумки для хранения нефритовую коробку, а затем быстро потянулся к земле свободной рукой. Глава 542. Демонический культиватор 9-го ранга. Хань Ли быстро собрал демоническую траву эхо и поместил ее в нефритовую коробку, а затем радостно захлопнул ее крышкой. Он и представить себе не мог, что сможет так легко заполучить демоническую траву эхо. Однако он больше не мог оставаться там. Хань Ли тут же повернулся и собирался уходить, как вдруг позади него послышался чей-то спокойный голос. «Ты так долго находился поблизости, чтобы сорвать эту траву. Человеческие культиваторы действительно слишком странные». Голос звучал как мужской. Выражение лица Хань Ли сильно изменилось, но он тут же пришел в себя и повернулся. Повернувшись, он увидел лазурную фигуру, которая с любопытством смотрела на него.
Взглянув на него, Хань Ли невольно поморщился. У демонического культиватора был серебряный шарф на макушке, лазурная мантия на теле и грубые ботинки на ногах. Помимо его заостренного, птицеподобного носа и узких зеленых глаз, в остальном он выглядел как человек. Хань Ли был удивлен. Неужели это был демонический зверь 9-го ранга, который обладал совершенной человеческой формой? Хань Ли напрягся, готовясь в любой момент активировать свой медный 5-элементный браслет. Однако он не смел атаковать. «Господин наблюдал за мной в течение некоторого времени», — проговорил Хань Ли. Когда демонический культиватор услышал это, его выражение на лице изменилось. Затем он улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и сказал: «Верно, я наблюдал за тобой с того момента, как ты прибыл сюда. Сначала я подумал, что ты просто пролетал мимо и решил передохнуть, поэтому не стал обращать на тебя внимания. Но ты все продолжал сидеть на коралловом рифе. Мне, Фену, показалось это очень любопытным». Не зная, было ли это игрой разума, Хань Ли почувствовал, что зубы мужчины были очень острыми и слабо сверкали холодным светом. Сердце Хань Ли снова дрогнуло, когда он подумал, его фамилия Фэн. Неужели он ветряной зверь? Хань Ли заставил себя улыбнуться и спросил: «В этом случае, почему вы не напали на меня?» Ветряной зверь загадочно улыбнулся и сказал: «Я действительно хотел навестить тебя пораньше, но я только недавно достиг 2-й стадии моей метаморфозы. Несмотря на стабилизацию, мне было трудно выйти на улицу. Только сейчас я закончил стабилизацию формы сейчас и собирался уйти, но я не ожидал, что этот господин вторгнется в моё логово. Это было удивительно. Метаморфоза 2-й стадии. Неужели он действительно стал демоническим зверем 9-го ранга?» Лицо Хань Ли бессознательно побледнело, а по спине пробежал холодный пот. Совершенно взрослый демонический культиватор моргнул и небрежно ответил: «9-й ранг. Вот как вы, люди, дифференцируете нас, демонических зверей. Несмотря на это, я достиг только 2-й стадии метаморфозы, в вашем мире я уже демонический зверь 9-го ранга». Хань Ли замолчал, услышав слова демонического зверя. Внезапно у него дернулся уголок рта в горькой улыбке. Если бы перед ним был демонический зверь 8-го ранга, то у него еще бы был шанс на побег. Но от такого врага он не надеялся сбежать. Казалось, теперь его смерть стала неизбежностью. Подумав так, Хань Ли вдруг выплюнул более 10 полос лазурного света, которые тут же окружили его. Затем он поднял руку, намереваясь открыть свои сумки для хранения. Но в тот момент демонический зверь сделал свой ход. Он размылся перед глазами Хань Ли и вырвал у него из рук сумку для хранения демонических зверей. Хотя летающие мечи, защищающие Хань Ли, переместились, чтобы заблокировать демонического культиватора, он был слишком быстрым. В мгновение ока вернулся в свое первоначальное место, прежде чем мечи смогли даже коснуться его. Через мгновение лицо Хань Ли стало смертельно бледным. Как он мог забыть, что ветряной зверь знаменит благодаря своей невероятной скорости? Скорость демонического зверя 9-го ранга можно было сравнить с телепортацией на таком коротком расстоянии. У него не было ни единого шанса даже задеть его. В этот момент в его сознании начался хаотический поток мыслей. В этот момент цвет лица снова изменился, он снова похлопал по сумке для хранения и достал шар из сверкающих золотых нитей. Хань Ли быстро схватил мяч и проглотил его. Впоследствии он безмолвно уставился на демонического культиватора в лазурной одежде. Он уже решил, что раз стоял на пороге смерти, то он активирует свою небесную ледяную жемчужину своей божественной дьявольской молнией. Таким образом, даже если он и не уничтожил демонического зверя, то хотя бы серьезно ранит его. Демонический культиватор удивился действиям Хань Ли и беззаботно улыбнулся при виде этого. «Хе-хе. Незачем так волноваться. У меня нет никаких злых намерений на твой счет». Сказав это, он подбросил сумку Хань Ли для хранения духовных зверей в своей руке. Хань Ли нахмурился и холодно сказал: «Что вы имеете в виду? Разве демонические звери не заняты уничтожением человеческих культиваторов?» Хань Ли не хотел, чтобы с ним играли перед его убийством. Демонический культиватор слегка улыбнулся и покачал головой. «Демонские звери, которые нападали на тебя ранее, относятся к расе морских демонических животных. Я не имею к ним никакого отношения. Я здесь, потому что мне нравится этот бассейн гейзеров». Хань Ли был ошеломлен. Он внезапно вспомнил, что ветреные звери были демоническими зверьми, которые не относились ни к птице-демонам, ни к морским животным. Кроме того, судя по его тону, он находился здесь недолго. Неужели он действительно не хочет меня убивать? На мгновение выражение лица Хань Ли замерло. Через мгновение он вернулся свои летающие мечи назад в свое тело, а выражение его лица расслабилось. Поскольку его летающие мечи все равно были бесполезны против этого демонического культиватора, то лучше было не тратить их энергию понапрасну.
В худшем случае он просто взорвет небесную ледяную жемчужину. Демонический культиватор был доволен, увидев, что Хань Ли убрал свои магические сокровища. Мне нравится разговаривать с разумными людьми. Сначала я верну ее тебе, поскольку демонический культиватор не считал сумку Хань Ли угрозой, то он просто вернул ее. Хань Ли поймал его и немного расслабился. Демонический культиватор уставился на Хань Ли и сказал: «Не хочешь прогуляться по моей настоящей пещерной резиденции? До тебя я никогда не приглашал туда человеческих культиваторов». Хотя тон демонического культиватора был вежлив, разве Хань Ли отказаться? У него не было выбора, кроме как кивнуть головой в знак согласия, выдавив из себя улыбку. Демонический культиватор выглядел счастливым, когда Хань Ли согласился. Он безмолвно взмахнул рукой, и в ней появился синий свет. Затем свет увеличился в несколько раз и охватил Хань Ли. Шок появился на лице Хань Ли, но он не сопротивлялся. По вспышке синего света демонический культиватор затащил его в пузырь, который тут же окутал его. Затем они оба нырнули в пруд. Благодаря слабому синему свечению, которое исходило от пузыря вокруг Хань Ли, он мог четко видеть мир под водой. Возможно, потому что в пруде была такая странная вода, там не было никого, кроме какой-то странной рыбки белого размером с ладонь. Не было и морской растительности. Демонический культиватор увидел, что Хань Ли был очарован подводным зрелищем и просто улыбнулся. Спустя промежуток времени, за который можно было бы доесть обед, пузырь остановился и затрепетал на мгновение, а затем метнулся в сторону. В мгновение Хань Ли заметил перед собой огромные черные каменные ворота. Ворота мерцали белым светом, как будто они были покрыты ограничительной формацией. Демонический культиватор указал на каменную дверь и вежливо сказал: «Мы прибыли. Добро пожаловать в мой скромный дом. Надеюсь, что господину Даосу он понравится». Хань Ли улыбнулся, но ничего не сказал. Как только пузырь коснулся каменных ворот, они тут же открылись, являя слой белого света. Пройдя через него, они вошли в совершенно сухой коридор, в котором пузырь вокруг Хань Ли исчез. Каменные стены были обделаны мелкими жемчужинами, которые отражали свет, наполняя коридор ослепительным светом, напоминающим дневной свет. Это были необычные жемчужины. Это были жемчужины, которые можно было найти только на дне на самых глубоких океанах, внутри духовных устриц, которым было более 1000 лет. Они обладали странным эффектом отражения воды и огня. «Пожалуйста, проходи». Демонический культиватор, увидев удивление Хань Ли, был горд собою. Хань Ли неохотно покинул коридор, но ему ничего не оставалось пройти дальше, демонический культиватор последовал вслед за ним. Коридор нельзя было назвать большим, и Хань Ли вскоре оказался в великолепном зале, украшенном разноцветными кораллами. В центре зала был сверкающий белый нефритовый стол с несколькими стульями, выполненными из того же красивого нефрита. По углам зала стояли маленькие элегантные горшки с благовониями, в результате чего весь зал был заполнен слабым ароматом. Глава 543. Нефритовое вино. «Господин Даос, присаживайся, пожалуйста», — проговорил демонический культиватор и указал Хань Ли на стул. Хань Ли занял место рядом с демоническим культиватором. Демонический культиватор прищурился и мягко проговорил: «Кажется, я невежлив. Я все еще не просил, как тебя зовут». «Меня зовут Фэн Си». Немного поколебавшись, Хань Ли сказал: «Моя фамилия Ли Хехе, хорошо, Даосли. Ты должно быть несколько смущен. По правде говоря, если бы какой-либо другой культиватор предстал передо мной, я бы определенно убил его, несмотря на то, что я не принадлежу у морской расе. Мирное сосуществование людей и демонических зверей, безусловно, невозможно». Хань Ли почувствовал, что его сердце ушло в пятки, но заставил себя улыбнуться и спросил: «В таком случае, что во мне такого особенного увидел старший Фэн?» Глаза Фэн Си вспыхнули зеленым светом. Он медленно сказал: «Ты всего лишь культиватор на средней стадии формирования ядра, но ты осмелился проникнуть вглубь морей, полагаясь на эту чудесную технику сдерживания ци, техника сдерживания ци». Хань Ли замер на мгновение, внезапно вспомнив о заклинании в безымянной книге. Фэн Си изменился в лице и сказал: «Да, я немного знаком с твоей техникой сдерживания ци. Я видел ее у моего старого друга, но она была окутана тайной. Как ты, человеческий культиватор, можешь использовать ее?» Хань Ли не мог просто так взять и сказать ему о книге, поэтому он какое-то время молчал, не зная, как реагировать. Когда Фэн Си посмотрел на выражение лица Хань Ли, он откинулся на спинку стула и улыбнулся. Затем он небрежно сказал: «Незачем беспокоиться понапрасну. Мой старый друг был убит много лет, так что я не ищу объяснения. Мне просто интересно, как человек смог использовать тайную технику расы демонических зверей.
Основная причина, по которой я не напал на тебя, на самом деле заключается в том, что ты используешь метод культивации чистых древесных элементов. В противном случае ты уже умер. Хань Ли был удивлен. Он был действительно потрясен, услышав, что главная причина, по которой его не убили, заключалась в его технике культивации древесного элемента. Когда Фэн Си увидел шокированное выражение на лице Хань Ли, он ничего не сказал, а только взмахнул рукой. В следующее мгновение по вспышке белого света на столе появился золотой горшок. Затем он взял кружку и налил в нее темно-зеленую жидкость. В мгновение концентрированный запах алкоголя распространился по всему залу. Демонический культиватор сделал глубокий вдох с довольным выражением на лице. Он щелкнул пальцем по чашке, плавно придвинув к Хань Ли кружку с напитком. Фэн Си пристально посмотрел на Хань Ли и сказал: «Господин Ли, попробуй мое нефритовое вино, я его сам сделал. Это настоящее духовное вино, на изготовление которое нужно более 100 лет, но оно способно помочь в культивации. Возможно, оно поможет тебе прорваться через узкое место». Услышав это, Хань Ли посмотрел на зеленую жидкость в чашке. Демонический культиватор заметил, что Хань Ли застрял в узком месте, но Хань Ли не верил в то, что это вино сможет ему прорваться. Он испробовал немало лекарств для ускорения прогресса своей культивации. И если бы он смог прорваться через узкое место в своей культивации с помощью лекарственных таблеток, он уже давно продвинулся к 9-му слою искусства владения лазурным мечом. Более того, поскольку он понятия не имел, что было на уме этого демонического культиватора, он не смел просто взять и выпить вино. Когда эти мысли перевернулись в его голове, на лице Хань Ли показалась нерешительность. Холодный блеск засиял в глазах демонического культиватора. Его выражение стало угрюмым, когда он увидел колебания Хань Ли, и он холодно сказал: «Что? Ты боишься, что я мог что-то сделать с этим вином? Не забывай, если бы я хотел убить тебя, мне бы одного мгновения хватило на это». Лицо Хань Ли побледнело, и он пристально взглянул на чашку с вином. Набравшись смелости, он сказал: «Старший верно говорит, но я хотел бы сначала понять суть причины, по которой вы меня не убили». Стало очевидно, что демонический культиватор хотел, чтобы Хань Ли выпил вино. В результате чего сомнения Хань Ли только усилились. Фэн Си почувствовал себя несколько удивленным, и на его лице появилось холодное выражение. Его тело выпустило жуткую ауру. Хань Ли почувствовал, что его сердце ушло в пятки, а его духовное чутье тут же обернулось вокруг небесной ледяной жемчужины. Он осторожно смотрел на демонического культиватора. Через мгновение выражение лица Фэн Си смягчилось. Немного поморщившись, Фэн Си сказал тихим голосом: «Кажется, когда я рассказал тебе о причине, ты неправильно понял мои добрые намерения. Это нефритовое вино не только сложно усовершенствовать, но и период его брожения занимает больше 100 лет, но для него также требуется ядро ветреного зверя на стадии метаморфоза в качестве основного ингредиента. Кроме того, только ветреные звери могут приготовить это вино. Даже если бы у других демонических культиваторов и есть своя формула, они не смогли бы приготовить его из-за отсутствия врожденных способностей. Я пью его только потому, что оно мне нравится. Но у культиватора формирования ядра, такого как ты, оно будет стимулировать истинную сущность в твоем теле, позволяя прорваться через узкое место. Разумеется, единственная причина, по которой я даю тебе такую драгоценную вещь, заключается в моих собственных целях. Мне необходима твоя техника культивации древесного элемента, чтобы сделать кое-что важное, но у тебя слишком низкий уровень культивации. Тебе все еще немного не хватает до поздней стадии формирования ядра. Но я вижу, что твое собственное искусство культивации является необычным. Ты обладаешь гораздо более глубокой магической силой, чем культиваторы твоего ранга, поэтому тебе не понадобится много усилий. Теперь, когда я назвал тебе свои причины, надеюсь, господин Даос не откажется попробовать мое вино». Фэн Си понял, что если он все четко не объяснит, его гость не станет послушно следовать его приказам. Когда Хань Ли услышал это, его выражение изменилось несколько раз. Через мгновение он сказал хриплым голосом: «А если я выпью это вино и не смогу пробиться через мое узкое место?» Фэн Си усмехнулся и спокойно сказал: «Хе-хе. Тогда ты станешь мне больше не нужен. Поскольку мое нефритовое вино довольно сложно приготовить, мне придется забрать твою жизнь в качестве компенсации». Хотя Хань Ли уже подозревал это, его лицо дрогнуло, услышав подтверждение его предположений. Немного помедлив, на лице Хань Ли появилась решительность. Он глубоко вздохнул и сказал: «Хорошо, я выпью». Фэн Си обрадовался. Хань Ли положил руку на стол. Затем по вспышке лазурного света темно-зеленая жидкость из чашки влилась ему прямо в рот. В следующее мгновение она сразу же проникла ему в живот. Хань Ли даже не успел распробовать ее вкус. «Хорошо. Я знал, что господин Ли примет разумное решение».
«Следуй за мной, я уже приготовил для тебя тихую комнату», с довольным выражением на лице проговорил Фэн Си, а затем встал и направился к выходу из зала. Хань Ли беззвучно последовал за ним с спокойным выражением на лице. Следуя за демоническим культиватором, Хань Ли, в конце концов, оказался перед огненно-красной каменной стеной. Рассмотрев ее повнимательнее, Хань Ли с удивлением обнаружил, что сверкающая красная каменная стена была на самом деле огромной плиткой из коралловых скал. Пока Хань Ли обдумал об этом, Фэн Си нажал на каменную стену, открыв отверстие шириной в 3 метра во вспышке белого света. Фэн Си указал на проход и спокойно сказал: «Ты можешь заниматься усваиванием вина в этой скрытой комнате. По моим оценкам, для этого потребуется всего полгода. Ты должен добиться успеха за это время. Когда придет время, я сниму ограничительное заклинание и позволю тебе выйти». Хань Ли взглянул на него, а затем вошел в проход. На данный момент он, естественно, не собирался что-либо говорить с Фэн Си. Сразу после того, как Хань Ли вошел, проход позади него закрылся и исчез. Фэн Си не стал отходить сразу, а немного постоял за стеной, взволнованно глядя на нее. Через мгновение он бесследно исчез во вспышке белого света. Тем временем Хань Ли начал рассматривать так называемую скрытую комнату внутри коралловой стены. Комнату нельзя было назвать маленькой, поскольку она была более 100 метров в ширину и более 20 метров в высоту. Помимо блестящей лазурной нефритовой кушетки в центре комнаты, там ничего больше не было. Но то, что больше всего беспокоило Хань Ли, множество маленьких отверстий, которыми были покрыты стены. Они напоминали черные изюмины. Лицо Хань Ли стало мрачным на мгновение, а затем он сел на нефритовую кушетку, скрестив ноги. Закрыв глаза, он медленно высвободил свое духовное чутье из тела. Через мгновение после того, как он распространил свое духовное чутье по всей комнате, он с удивлением обнаружил, что стены отражают его. Вскоре он убедился, что его духовному чутью совершенно было невозможно проскользнуть где-нибудь. Хань Ли нахмурился, открыв глаза с холодным блеском. Немного подумав, Хань Ли встал с нефритовой кушетки и подошел к одной из стен комнаты. Прищурившись, он осмотрел коралловую стену. Затем он вытянул палец, на конце которого сверкал ослепительный лазурный меч. Свет смог проникнуть всего на несколько дюймов, продолжая непрерывно сверкать. Глава 544. Продвижение. В глазах Хань Ли сверкнул след надежды. Маленький меч смог пробиться еще на несколько дюймов, а затем остановился. Яркое мерцание освещало глубь стены, блокируя его продвижение. Демонический культиватор поставил множество ограничительных заклинаний в несколько слоев. Хань Ли не верил, что сможет прорваться сквозь стены с помощью своих магических сокровищ. Хань Ли невольно нахмурился и возвратил магическое сокровище назад в свое тело. Затем он попытался успокоиться. Он верил, что, насколько бы ни была мощной эта стена, она все равно не сможет противостоять его золотым прожорливым жукам. Однако была причина, по которой он их не выпускал. Жукам бы потребовалось немало времени, чтобы поглотить ограничительные заклинания, но этого времени бы хватило, чтобы Фэн Си отреагировал на его попытку побега. Хань Ли бы не смог убежать из-за невероятной скорости демонического культиватора. Немного подумав, Хань Ли гневно хмыкнул и вернулся на нефритовую кушетку с мрачным выражением лица. К тому времени он уже почувствовал жжение в животе. Казалось, это нефритовое вино уже начало свое действие. Хань Ли не осмелился небрежно относиться к нему. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как отбросить в сторону мысли о побеге и начать усовершенствование своей ци. Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, погружаясь внутрь себя. Нахмурившись, он выпустил поток лазурного света в нефритовое вино. Какое-то время он продолжал сидеть с мрачным выражением на лице. Нефритовое вино усваивалось довольно медленно. В мгновение ак пролетел месяц. Казалось, Фэн Си не преувеличивал, когда сказал, что ему понадобится полгода, чтобы полностью усвоить вино. Но эта чрезвычайно медленная скорость раздражал Хань Ли. По правде говоря, если бы не это, ветряной зверь уже давно бы убил Хань Ли. Поэтому Хань Ли ничего не оставалось, кроме как приложить все усилия к тому, чтобы прорваться. В результате лазурное пламя, покрытое оставшейся темно-зеленой жидкостью, стало плотнее. Разумеется, Хань Ли высвободил больше магической силы, чтобы ускорить усвоение вина. Это привело к быстрому расходу магической силы Хань Ли. Каждый раз, когда у него закачивалась магическая сила, он нехотя выпивал каплю тысячелетнего духовного молока, чтобы гарантировать, что его магическая сила не закончится в самый неподходящий момент. Спустя 2 месяца экстравагантного использования пламени своего ядра, Хань Ли усвоил только треть вина. Однако он почувствовал облегчение, поскольку ему показалось, что он мог успеть вовремя.
К сожалению, внезапно произошло нечто неожиданное. В тот день, когда Хань Ли столкнулся с демоническим культиватором и оказался на грани смерти, он проглотил небесную ледяную жемчужину. Он продолжал удерживать ее внутри себя, опасаясь демонического культиватора, и у него не было возможности вывести ее из своего желудка. В тот день, когда Хань Ли полностью исчерпал свою магическую силу и подумал выпить еще одну каплю тысячелетнего духовного молока, внешний слой божественной дьявольской молнии на небесной ледяной жемчужине внезапно стал неустойчивым. Хань Ли, почувствовавший это, был потрясен. В этот момент его магическая сила была полностью истощена, и он не мог рисковать. Когда внешний слов жемчужины всколыхнулся у него перед глазами, он свернул оставшееся нефритовое вино, не зная, что и делать. Сердце Хань Ли ушло в пятки, а его лицо побледнело. Только небеса могли его теперь спасти от этой небесной ледяной жемчужины. Хань Ли невольно представил, как жемчужина взорвалась у него в теле, по спине у него пробежал холод. К счастью, внезапно небесная ледяная жемчужина успокоилась после того, как ее окутало вино. Хань Ли глубоко вдохнул и вытер холодный пот со лба. Ему казалось, что был на волоске от смерти. Он поспешно проглотил каплю тысячелетнего духовного молока и, восстановив свою магическую энергию, поспешно выплюнул жемчужину и осторожно убрал ее из своего тела. Убрав жемчужину, Хань Ли взглянул на свое тело и смущенно обнаружил, что он бессознательно прорвался через узкое место и спокойно вошел в позднюю стадию формирования ядра. Хань Ли сначала был ошеломлен, а затем пришел в восторг. По правде говоря, он не ощущал каких-либо особых эффектов от нефритового вина, поэтому, прорвавшись, он совершенно был сбит с толку. Хань Ли решил проверить свой возросший уровень культивации, воспользовавшись 24 облачными бамбуковыми мечами. Умело управляясь с ними, он обнаружил, что его истинная сила на самом деле увеличилась. Хотя Хань Ли был в восторге от своего прорыва, он не собирался разбазаривать оставшееся нефритовое вино и продолжил усваивать его последующие 2 месяца. Это укрепило его уровень культивации. Затем он стал размышлять над тем, что ему делать дальше. В мгновение ока пролетело полгода. Еще через несколько дней снаружи каменной комнаты раздался равнодушный голос Фэн Си: «Господин Ли, прошу на выход». «Как твои успехи?» Сидя на нефритовой кушетке, Хань Ли бесцеремонно открыл глаза и безмолвно вышел из комнаты. Фэн Си ждал его снаружи, прищурив глаза. Демонический культиватор осмотрел Хань Ли после того, как тот вышел из комнаты. Через мгновение Фэн Си потер ладони и сердечно рассмеялся. «Отлично! Отлично! Поздравляю господина Ли с тем, что он прорвался к поздней стадии формирования ядра. Кажется, мое нефритовое вино не пропало даром». Фэн Си был искренне рад. Благодаря успешному продвижению Хань Ли он действительно мог осуществить свои цели. Хань Ли все еще молчал. Фэн Си засмеялся и сказал Хань Ли довольно любезным тоном: «Господин Ли, следуй за мной. Я познакомлю тебя со своими 2 друзьями. Я хочу, чтобы вы отлично сработались вместе ради общего дела, есть 2 старших». Услышав это, Хань Ли почувствовал себя потрясенным. Верно. Мои 2 хороших друга оба находятся в начале стадии метаморфозы. С человеческой точки зрения, они демонические культиваторы 8-го ранга. Хотя оба они относятся к первобытной расе, их истинная сила ничуть не ниже моей. Так что будет лучше, если ты будешь помалкивать. Фэн Си пристально взглянул на Хань Ли, предупреждая его. Сердце Хань Ли задрожало, и он только пробормотал в знак согласия. Через мгновение Фэн Си ввел Хань Ли в большой зал. Хань Ли ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. У одного из демонических культиваторов была голова дракона, стальной хвост, а все тело было покрыто кроваво-красными чешуйками. У другого было довольно большое тело, лазурное лицо и панцирь черепахи. Этот водяной дракон выглядел очень похожим на ядовитого водяного дракона, которого он видел раньше. Глядя на второго, Хань Ли пришел к выводу, что когда-то он был черепахой. Когда Фэн Си пришел вместе с Хань Ли, ядовитый водяной дракон увидел выражение на лице Хань Ли, и его зеленые глаза холодно сверкнули. Казалось, он понял мысли Хань Ли. «Что случилось, человек? Неужели ты видел меня раньше?» Его голос звучал как-то странно. Хань Ли тут же разволновался. Поскольку тогда, когда он увидел ядовитого водяного дракона в первый раз, он использовал кроваво-красный плащ, его лица никто не увидел. Поэтому Хань Ли было лучше не упоминать о той битве, иначе он бы сам напросился на неприятности. У него не было другого выбора, кроме как обмануть ядовитого водяного дракона. С этой мыслью Хань Ли сухо кашлянул и с самым спокойным выражением, которое он только мог изобразить, сказал: «Я первый раз вижу этого старшего. Ранее мне встречались только обычные водяные драконы, поэтому я позабыл свои манеры от удивления. Искренне прошу у вас прощения, старший».
Хань Ли изобразил самое покорное поведение, которое только мог. Глава 545. Грозовые крылья. Ядовитый водяной дракон раздавил большую, блестящую жемчужину, которую он изначально вертел в руке, и взглянул на Хань Ли со зловещим блеском в глазах. Люди такие презренные и хитрые. Меня не волнует, где ты видел меня раньше, но тебе лучше дела вести со мной честно. Сердце Хань Ли слегка вздрогнуло, и он невольно горько усмехнулся, но больше ничего не сказал. Увидев, что атмосфера напряглась, Фэн Си поспешно вмешался. «Хватит. Теперь господин Ли может считаться вашим младшим. Я хочу, чтобы вы все работали сообща, в противном случае это будет довольно хлопотно для меня». Сказав это, он указал Хань Ли место, которое было поодаль от двух демонических культиваторов. Ядовитый водяной дракон взболтал вино в чашке и небрежно сказал: «Брат Фэн, мы знаем друг друга уже много лет. К чему столько тайн? Ты нам до сих пор ничего не объяснил, кроме того, что тебе нужна помощь человеческого культиватора с ничтожным уровнем культивации». «Верно. Мне тоже очень любопытно. Ты настаивал на том, чтобы пришли мы оба. Неужели брат Фэн затеял что-то опасное?» Нахмурившись, сказал другой демонический культиватор с панцирем черепахи на спине. Хотя он обладал чрезвычайно большим телом, он казался довольно трусливым. Фэн Си улыбнулся и слегка развел руками. «Тебе ни о чем беспокоиться, брат Гуй. Я позвал вас не потому, что хочу сразиться с грозным врагом или отправиться в опасную зону. Мне просто нужна помощь моих братьев в создании магического сокровища». «Создание магического сокровища». В унисон проговорили черепахоподобный демонический культиватор и ядовитый водяной дракон, а затем переглянулись между собой. На лице Хань Ли тоже скользнуло удивление. Фэн Си медленно сказал с лихорадочным выражением: «Да, я собираюсь создать магическое сокровище, чтобы поместить его в своем теле». «Мы тебя правильно слышали. Брат Фэн хочет создать магическое сокровище. Ты что, забыл, что тело демонических культиваторов лучше любого магического сокровища? Что за материал ты хочешь использовать, что он сильнее твоего собственного тела?» Ядовитый водяной дракон отрицательно покачал головой. Черепахоподобный демонический культиватор кивнул головой в знак согласия и сказал: «Брат уговорит верно. Ни одно магическое сокровище не сравнится с мощью нашего тела. Вместо того, чтобы тратить время на внешние предметы, не лучше ли продолжить культивировать свои собственные способности? Например, брат У со своей конституцией водяного дракона смог улучшить свои водяные техники, в результате чего они стали в сотни раз сильнее, чем у других рас, хотя он культивировал их недолго. С твоей воздушной конституцией ты, наверняка, обладаешь исключительно хорошей способностью к методам атрибутов ветра. Культивируя огненные крылья на более глубокую стадию, ты сможешь преодолеть десятки тысяч миль в одно мгновение и бороздить море, где тебе вздумается. Жаль, что моя конституция черепахи не такая замечательная, как у вас двоих, но даже мой панцирь станет неуязвимым, когда я культивирую его на более высокую стадию. Разве можно сравнивать человеческие магические сокровища с нашими совершенными телами?» Фэн Си не рассердился на их слова. Он слегка улыбнулся и сказал: «Учитывая, как долго я культивировал, неужели вы думаете, что не знаю об этом? Тем не менее, магическое сокровище, которое я хочу создать, очень мощное. Я хочу создать пару духовных крыльев, грозовые крылья. С этими грозовыми крыльями я уверен, что смогу бороздить небеса без всяких ограничений. Грозовые крылья». Удивленно заморгал глазами черепахоподобный. Казалось, он не понимал, о чем речь. «Да, верно. Несколько лет назад, когда я путешествовал по дальним морям в процессе своей культивации и наткнулся на руины древнего культиватора. Там я обнаружил останки огромной птицы. Хотя от них остались только серебряные кости, в них по-прежнему было большое количество энергии молнии. Я подозреваю, что крылья принадлежали молниеносной птице Рух, которая находилась на стадии метаморфозы. Вы должны знать, что молниеносная птица Рух обладает просто невероятной скоростью. Она по праву занимает первое место в десятке высокоранговых демонических птиц. Ее скорость похожа на вспышку молнии, она во много раз превосходит скорость ветреного зверя. Тогда у меня возникло внезапное желание забрать кости с собой и использовать их вместе с другими останками крыльев птицы, чтобы создать магическое сокровище, как у людей, и прикрепить его к моему телу, воодушевленно проговорил Фэн Си с сияющими странным блеском глазами. Затем он добавил: «Разумеется, после создания крыльев у них не будет природного элемента молнии. Поэтому нужно добавить немного духовной силы ветра, что в дальнейшем облегчит их использование. Возможно ли это?» Удивленно спросил ядовитый водяной дракон. У черепахоподобного демонического культиватора тоже было скептическое выражение лица. «Не волнуйтесь.
Я уже целый год исследую эти крылья. Я дошел даже до того, что изменил свою внешность и направился к людям, чтобы раздобыть их магические инструменты и инструкции по их созданию. Затем я объединил их с моей техникой усовершенствования ветряных крыльев, чтобы проработать план действий, как сделать магическое сокровище. Хотя я до конца и не уверен в успехе, но шансы составляют не менее 80%. Конечно, я не прошу вас помогать мне за так. Независимо от того, удастся ли нам изготовить магическое сокровище, сначала ветряной зверь говорил уверенно, но потом закончил разговор с помощью голосовой передачи. Очевидно, он не желал, чтобы Ханьли услышал что-то о вознаграждении этих двух демонических культиваторов. Ханьли спокойно сидел в стороне, не обращая внимания на то, что происходит. Однако он бессознательно поставил обе руки на стол, что показывало его раздражение, вопреки его спокойному выражению на лице. Ханьли знал, что условия 3 демонов были для него неблагоприятными. Однако он не имел права задавать вопросы в их присутствии. У него не было другого выхода, кроме как сидеть и помалкивать, размышляя о своих контрмерах. Обсудив это с черепаходемоном, ядовитый водяной дракон в конце концов согласился: «Хорошо, поскольку ты предложил нам выгодные условия, мы согласны». Фэн Си был рад услышать это и уверенно улыбнулся. «С помощью твоих техник земного элемента ты сможешь использовать ограничительное заклинание для временного создания духовной силы элемента молнии. Я смогу сочетать в себе духовную силу с моими собственными техниками воздушного элемента. Но для того, чтобы уравновесить обе силы, нам понадобится техника культивации древесного элемента господина Даоса Ли для противовеса различиям в силе с обеих сторон. С этим, я надеюсь, мы сможем добиться успеха». Внезапно он перевел взгляд на Хань Ли и заметил, что тот сидит молча. Ветряной зверь как будто что-то вспомнил, странный блеск сверкнул в его глазах, и он радостно улыбнулся Хань Ли. «Господин Ли, я забыл тебе сказать кое-что. Хотя нефритовое вино может помочь человеку в культивации, в конце концов, оно предназначено для культивации демонов. Поэтому у человеческих культиваторов могут появиться следы хаотической злой ци. Хотя сейчас в этом нет ничего страшного, но вскоре злая ци распространится в твоем теле и смешается со своей истинной сущностью, что приведет к детонации духовной силы». Сказав это, Фэн Си немедленно закрыл рот и холодно уставился на Ханьли. Ханьли глубоко вздохнул, нахмурившись, не показывая на лице ни паники, ни ярости. Ханьли спросил с спокойным выражением: «Если вы можете помочь мне устранить эту злую ци, тогда, пожалуйста, скажите. Неужели смогу выжить только в том случае, если создать магическое сокровище?» На мгновение в глазах Фэн Си мелькнуло удивление. Остальные демонические звери также удивленно уставились на Ханьли. «Хе-хе, господин Ли очень сообразительный. Поскольку ты уже догадался об этом, нет смысла понапрасну сотрясать воздух. Если мы сможем изготовить грозовые крылья, я удалю эту злую ци, в противном случае ты станешь первой целью моих разочарований. И лучше тебе отбросить в сторону любые фантазии о том, что ты сможешь растворить его самостоятельно. Даже если бы культиваторы зарождающейся души захотят тебе помочь, они все равно не смогут устранить следы злой ци нефритового вина», равнодушно проговорил Фэн Си. «Я прекрасно это понимаю». Ханьли кивнул головой, но с горечью улыбнулся в его сердце. Он не смел даже подумать что-то плохое в своем уме. Пока Ханьли размышлял о беспомощности своего положения, 3 демонских культиваторов мирно болтали между собой. Поскольку Фэн Си считал шансы на успех довольно высокими, он радостно спросил ядовитого водяного дракона: «Я слышал, что клан водяных драконов младшего брата принял участие в крупной атаке на остров невероятных глубин человеческих культиваторов. Это правда?» Мне помнится, что водяные дракон никогда не проявляли желания участвовать в этом. Да, так и есть. На этот раз несколько экспертов из нашего клана решили действовать. Кто еще смог бы избавиться от этого мусора на острове невероятных глубин? Без нас демоны не смогли бы уничтожить 2 культиваторов стадии зарождающейся души. Ядовитый водяной дракон не стал скрывать происшедшее от Ханьли. Хотя на лице Ханьли не было очевидных эмоций, в его глазах мелькнуло удивление.